Здравствуйте, мои дорогие, с вами Дина. Добро пожаловать на мой канал «Коллекция рецептов». Сладкий стол всегда является кульминацией любого торжества. И сколько бы ни было на праздничном столе салатов, закусок и горячих блюд, все и взрослые, и дети ждут десерт. Это не только традиция, но и обязательная составляющая любого праздника. Как и обещала, представляю вашему вниманию подборку наиболее подходящих десертов на праздничный стол. Торт Эстерхази – это знаменитый миндально-шоколадный торт, получивший огромную популярность в Европе и традиционно являющийся символом Нового года. Торт Эстерхази – это сочетание нежного, хрустящего орехового безе с заварным масляным кремом и тонкой прослойкой абрикосового джема. Украшенный по бокам лепестками миндальных орехов, залитый сверху белым шоколадом и тонкой нежной паутинкой, он станет украшением любого праздничного стола. Торт необыкновенно вкусный, нежный, с приятным ореховым ароматом, а готовить это лакомство не так уж и сложно. Кекс «Ирландские кофейные чашки». Как приятно собраться дружной компанией за чашечкой ароматного кофе. Этот вкусный десерт на праздничный стол – не что иное, как кондитерская версия знаменитого ирландского кофе с виски и сливками. Десерт «Ирландские кофейные чашки» – это отличное сочетание воздушного кофейного бисквита, ароматного карамельного соуса и щедрой порции взбитых сливок. Ваши гости непременно оценят необыкновенный вкус, оригинальность этого десерта и обязательно скажут вам спасибо. Шоколадно-ореховые маффины с миндальным кремом. Это простое, но в то же время изысканное угощение с необыкновенным миндальным ароматом и двумя видами очень вкусного крема. Шоколадно-ореховые маффины прекрасно подойдут для большой компании и не оставят равнодушными ваших сладкоежек. Этот десерт станет замечательным дополнением любого праздничного стола. Апельсиново-сметанный торт с глазурью. Это необыкновенно аппетитный и нежный торт с цитрусовым ароматом. Каждый его кусочек тает во рту до последней крошки. И несмотря на то, что рецепт очень простой, в результате получается вкуснейшее лакомство, а особую пикантность этому торту придает апельсиновая глазурь. Венский штрудель с яблоками. Венский штрудель – это традиционный десерт из тонкого вытяжного теста с яблочной или вишневой начинкой. Это вкусный слоеный рулет с румяной хрустящей корочкой и ароматными яблоками внутри. Начинка у штруделя очень пряная, нежная, при этом тесто не раскисает. Именно такой начинкой славится настоящий венский штрудель. Нежное пирожное буше. Это знаменитый воздушный десерт, состоящий из двух бисквитов круглой формы с начинкой из крема и покрытой помадкой. Существует множество вариантов приготовления этого пирожного, а я предлагаю вам два из них. Это буше с зефирным кремом, а также со сливочным кремом и шоколадной глазурью. Легкая структура зефирного крема отлично дополняет и без того мягкий и нежный бисквит, а пирожные с воздушным кремом из взбитых сливок прекрасно сочетаются с вкуснейшей шоколадной глазурью. Пирожные буше получаются очень вкусные, ароматные и в меру сладкие. Если вы никогда не готовили это пирожное, рекомендую приготовить и порадовать своих родных и близких чем-то новым и необычным. Торт-суфле «Птичье молоко». Это очень известный и всеми любимый торт. Рецептов его приготовления очень много. Готовят птичье молоко на желатине и на агар-агаре. Я предлагаю рецепт торта на желатине. Преимущество этого торта в том, что его можно приготовить заранее, и он отлично хранится в холодильнике несколько дней. Птичье молоко – торт очень мягкий, нежный, но при этом бисквит и суфле отлично держат форму. Вкус у торта в меру сладкий, с приятным сливочным ароматом, с легкой лимонной кислинкой и неповторимой ноткой шоколадной глазури. Торт Анна Павлова. Это один из самых популярных десертов в мире. Очень воздушный, легкий и нежный торт с белоснежным безе, облаком взбитых сливок и россыпью свежих фруктов и ягод. Десерт получается потрясающе красивый, и несмотря на некоторую сложность, его вполне можно приготовить в домашних условиях. Преимущество этого рецепта в том, что белковые коржи можно испечь заранее и оставить их в выключенной духовке, а украсить сливками и ягодами
на следующий день, непосредственно перед подачей на стол. Украшать торт можно любыми сезонными фруктами и ягодами. Конечно, он очень нежный и хрупкий, но при этом он легко режется, хорошо держит форму и не рассыпается. Это замечательное воздушное лакомство можно приготовить как в виде цельного торта, так и в качестве отдельных порционных пирожных. Торт получается очень вкусный. Легкая хрустящая меренга как нельзя лучше сочетается со вкусом нежных взбитых сливок и приятной легкой кислинкой свежих фруктов и ягод. Приготовьте этот чудесный десерт, и ваши гости будут в восторге. Лимонно-маковые капкейки со сливочным кремом. Это традиционно американская мелкоштучная выпечка, а точнее миниатюрный тортик на несколько укусов. Разновидностей капкейков бесконечное множество. Я предлагаю рецепт необыкновенно вкусных, нежных маковых капкейков с цитрусовым ароматом и кремом из взбитых сливок. Лимонно-маковые капкейки заслуживают того, чтобы хотя бы раз попасть на ваш праздничный стол. Творожно-кокосовые кексы «Новогодняя елочка». Этот рецепт станет самым актуальным в преддверии новогодних праздников. Предлагаю приготовить творожно-кокосовые кексы с масляным кремом «Новогодняя елочка». Это самый любимый и вкусный десерт в праздничном наряде. Они всегда будут желанным гостем на вашем новогоднем столе. Очаровательные маленькие кексы с украшением в виде елочки поддержат праздничное настроение и особенно порадуют детишек. Напомню, что все ссылки на видеорецепты из этой подборки вы найдете в описании. Если вам понравились эти десерты, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями и пишите свои комментарии. Не забудьте подписаться на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть целая серия подборок праздничных блюд. Посмотрите, если еще не видели. Все ссылки на экране и в описании. Желаю вам вкусных праздников! С вами была Дина. До новых встреч!